Здорово, народ! И в этом видео мы с вами поговорим про альткоины. Какие альткоины покупать, как выбирать, разных много графиков, проектов разберем, метрик всяких. Видео будет супер интересным, полезным, поэтому влепите ему лайк, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны, а мы погнали! Начнем мы наше видео с текущего раннера рынка, это эфириума. Мы видим на графике, что у нас здесь нарисован большой клин, то есть вот у нас был ложный пробой здесь был ложный пробой, либо можно по пробою вот так вот провести, тогда будет более широкий клин. Но я оставлю все-таки так же. И прямо сейчас мы подходим к его верхней границе, вот как раз таки эта граница, если повести по этим двум, она будет здесь совпадать. Это у нас зона сопротивления, поэтому в ближайшее время эфириум может как минимум развернуться от 3.620-640 где-то вот отсюда. Можем увидеть небольшой разворот, откат. Потому что в последнее время эфириум рос такими импульсами. Да и почти всегда, вот когда у нас была какая-то жесткая там капитуляция, всех там высаживали, у нас потом резко палками начался рост, чтобы люди не успели запрыгнуть в ракету. Я вам много раз говорил, в каждом видосе говорю, что ну не успеете вы зайти на рост, ну не успеете. Эфириум уже 3400. Уже 3400. Успели вы зайти здесь? Успели вы зайти, если вы покинули позицию? Нет. Я не думаю, что кто-то успел зайти. И дальше будет только разгоняться фома. Смотрите, у нас до ATH осталось вот с текущих, до ATH осталось буквально 42%. 42% и эфириум на новой исторической вершине. Хотя его все поносили, говорили, что никому не нужен скам. Вот здесь вот просто, вот посмотрите, вот это многонедельное, многомесячное снижение, это у нас недельный график. Люди тут настолько плевались от эфириума. Пока я здесь накапливал позиции, усреднялся, откупал. Если люди ныли, выходили из своих позиций. Сейчас они смотрят на этот вот уходящий поезд. Вот, ну и так всегда работает, крипторынок, добро пожаловать к нам в гости. Вот, поэтому эфириум я очень по нему буллиш. Кстати, я писал в своем телеграм-канале, делился мыслями по поводу эфириума, что буквально 42% до ATH осталось, и то, что его поносили, и обычно такие активы, которые поносят, которые больше всего хейтят, они потом дают большее количество иксов. Поэтому то, что эфириум будет стоить там 10 тысяч долларов, у меня уже практически нет сомнений. То есть 6-8 это, ну, скорее всего, мы тут дойдем с вероятностью 90%. А то, что там десятка будет, то вероятность там 80%. Вот, и, возможно, даже еще выше пойдем. Вот, поэтому, как бы, мои цели по эфириуму не меняются. Я полгода назад даже больше снимал видео про свои цели. У меня точно такие же цели были. Они не меняются, потому что фундаментальные факторы у нас тоже не меняются. Я также вам писал пост очень давно, сравнивал эфириум с Solana. Все говорили про эфириум, что эфириум топ, в него все заходили, в итоге эфириум упал. Сейчас говорят, что все Solana топ, все заходят в Solana, в итоге эфириум дает больше процентов роста. И так работает всегда вот этот пост, можно его почитать. Я вам писал, что очевидные вещи, вот куда идет ритейл, скорее всего это не будет работать. Если все говорят про Solana, ребят, ну можно как бы выходить из нее, уже заходить в какой-то другой актив, вот тот же эфириум. Потому что когда эфириум все говорили, он упал, сейчас про эфириум все поносят, и он дал большее количество роста. Поэтому так и работает в этом рынке. Все, что у нас становится очевидным, оно не всегда работает. И вот даже вот про альткоины, вот все говорят, альтсезон. В итоге все зашли, рынок упал, сейчас все говорят, альтсезона не будет, все, там закончился рост, крипта только на дно идет. Посмотрите, что будет через пару месяцев, ребята. Мне кажется, мы к такому не готовы, потому что я уже давно заряжен как бы на альтсезончик у нас. Я с 2023 года основной свой портфель только откупаю. Ни одной продажи из долгосрочного портфеля, ни одной. С 2023 года только откупаю. И мой портфель сейчас чувствует себя очень хорошо. Вот на этом росте он чувствует себя очень хорошо, очень прилично, я бы сказал. Вот, ну кто-то там сидит в просадках, купили на хаях и ждали там, когда у них там отрастет позиция, не усреднялись, нет у них кэшфлоу, просто всю котлету всадили на хаях и потом сидят и ноют, что вот, а где мой альтсезон, почему у меня альткоины не растут? Ну потому что подход к рынку неправильный, нужно менять свой подход к рынку. Теперь давайте обсудим альткоины. У нас вот, еще один график важный, эфириум к биткоину. У нас уже на протяжении 3 месяцев эфириум разворачивается к биткоину. Это очень хороший знак. Вот, допустим, тут было дно поставлено, до текущих дней 90, я смотрел, 90 там дней, короче, примерно, вот, я смотрел до сюда. Вот, поэтому это очень хороший знак, 3 месяца уже эфириум растет сильнее, чем биткоин. В прошлый раз такие вот развороты, вот тоже они были. Были откаты, естественно, были коррекции, но в целом был разворотный тренд, и потом эфириум просто взрывался и давал огромное количество иксов. Вот, это было в 2021 году, это было в 2017 году, 18 год здесь, и это происходит прямо сейчас. То есть по циклам мы примерно то же самое проходим. То, что было здесь, и сейчас вот постепенно разворачивается тренд восходящий. Это очень хорошо, это значит, что ликвидность идет более в рискованные активы. То есть из менее рискованного биткоина в более рискованный эфириум, и потом уже перетекает в альткоин. Это не сейчас будет альтсезон, нет, альтсезона сейчас не будет. Как минимум, чтобы альтсезон состоялся, нужно несколько месяцев, это минимум. Чтобы у нас ликвидность перелилась в эфириум, с эфириум перелилась там в другие, в Solana, в BNB, в другие экосистемы. И уже из этих экосистем по альткоинам расплась. Альткоины
альткоины стреляют в самую последнюю очередь в цикле, в самую последнюю очередь. Если вы задаетесь вопросом, стоит ли покупать альткоины, вы просто откройте недельный график и посмотрите на альткоины. Они до сих пор находятся на дне. Стоит ли покупать? Ну, мне кажется, вопрос такой недостаточно образованного человека в мире криптовалют, потому что многие альткоины сейчас находятся на днище. Просто на днище. Посмотрите на эти графики. И сейчас, то, что рост сейчас начинается, то, что там все растет, там что-то на 20, на 30%, ну, допустим, такие вот альткоины уже как бы я для себя не вижу смысла покупать, потому что он находится на хаях. А вот те, которые еще не стреляли, вот, допустим, вот LDO-шка, очень сильный альткоин, сегодня с вами его посмотрим, почему именно я его накапливаю, находится на дне. При этом у нас конские объемы, просто рост дичайших объемов. И это топ-1 протокол ликвидного стейкинга на эфириуме. Поэтому давайте с вами посмотрим еще один график, а потом перейдем к тому, как же выбирать альткоины для покупки. У нас есть такой индекс альт-сезона. На данный момент мы находимся на отметках 39. Этот индекс показывает у нас альт-сезон локальные, то есть у нас был в конце 2024 года альт-сезон. Здесь у нас тоже были альт-сезоны. Он как показывает локальные, так и глобальные альт-сезоны. Когда у нас график входит в зону 75, это уже как бы альт-сезон. Он либо будет небольшой, там альты стреляют на 200-300%, либо это будет глобальный альт-сезон, где там альты улетят 10-20 иксов. Вот, поэтому мы сейчас уже начинаем из биткоин-сезона выходить. Но как вы видите по альткоинам, что альткоины сильнее растут, эфириум сильнее растет, чем биткоин. Поэтому в ближайшее время, возможно, этот рост продолжится. Опять же, будут еще коррекции. Не надо на фома залетать по хаям, слонговать сотовыми плечами, ребята, вас просто смоют. Еще будут коррекции, будут возможность зайти. До сих пор альткоин находится на дне, поэтому если вы еще до сих пор каким-то образом не набрали позицию, это не финансовая рекомендация. Как бы еще ничего не поздно делать. Потом будет серия, вот потом будут реально фомы. Сейчас еще пока что фомы на рынке нету. Но теперь перейдем к тому, как же выбирать альткоины. Во-первых, для себя я выбирал проекты, которые зарабатывают деньги, у которых есть реально какая-то экосистема, utility у токена, которого он будет использоваться где-то. И с помощью Artemis это можно смотреть. Вот Hyperliquid зарабатывает 4,1 миллиона за 24 часа. Tron зарабатывает 2,3 миллиона за 24 часа. Биткоин, BNB, Ethereum, Base, Arbitrum, Sui. Все можно посмотреть, сколько они зарабатывают за последние 24 часа. Также можно посмотреть, куда идет приток ликвидности, денег. Посмотреть, какие сектора больше перформят. NFT вот сейчас очень хорошо перформят. Ethereum, смарт-контракты какие-то, Oracle, мемкоины, DePIN, RVA, DeFi. Вот, и вы туда смотрите, куда идут деньги, ребят, куда идут деньги, там, где проекты зарабатывают, туда нужно идти. И такие альткоины нужно покупать. Вот, на токен терминал тоже можно посмотреть топ проектов по заработку. Вот здесь вот отображаются комиссионные, сколько проект зарабатывает, но это за последние 30 дней, да? За последние 30 дней. Вот, протокол LDO, про который я вам говорил, за последние 30 дней 57 миллионов долларов заработал. Для крипты это очень много. А Aave, Uniswap, разные другие проекты, Momfan, Solana, вот эти все проекты, посмотрите, вот, комиссии, с которой они зарабатывают. Комиссия это и есть напрямую заработок проекта. Если проект зарабатывает 12 миллионов долларов Aira, то значит у них есть бабки на маркетинг, на развитие команды, на прочие движухи. Значит проект скорее всего будет жить, он не соскамится. Проекты, которые не зарабатывают, у них просто рано или поздно заканчивается финансирование, и они просто умирают. Поэтому смотрите туда, где есть бабки. Также в этом нам поможет DeFi Lama. DeFi Lama можно посмотреть, вот допустим RVA TVL. TVL RVA просто растет нереальными темпами. Вот здесь вот тоже можно комиссионные посмотреть, допустим, тот же вот LDO-шка за последние 24 часа заработал 2,4 миллиона долларов. 2,4 миллиона долларов проект LDO. Вот, ликвидный стейкинг. Это топ-1 протокол по TVL среди всех протоколов. Среди всех. 30 миллиардов долларов там лежит. TVL это заблокированная стоимость. Сколько реальных денег лежит в проекте? 30 миллиардов! В Solana во всей меньше, а тут в одном протоколе на эфириуме 30 рядов. Поэтому я покупаю LDO. А Aave то же самое. Огромное количество TVL, огромное количество бабок сосредоточено в этом протоколе займов, там, ликвидности и прочего. Поэтому такие вот проекты нужно смотреть, где есть бабки. Туда, идите туда, где есть бабки. Это супер простой закон. Хочешь зарабатывать, иди туда, где есть бабки. Все, тебе больше ничего не нужно знать. Протокол зарабатывает, бабки есть, комьюнити есть. Ну все, это ген, бери, покупай, он по-любому будет расти. Все очень просто, не надо ничего усложнять, не нужно смотреть каких-то блогеров, которые скажут, вот этот мемкоин завтра выстрелит на 100 иксов, обязательно его покупайте. Нет, это все полная чушь. Ребята, вот протоколы, вот реальные деньги, туда идите и просто берите и зарабатывайте. Все, максимально просто. Также хочу вам напомнить, что у меня есть телеграм-канал, обязательно его подпишитесь, чтобы получать топовую информацию, мои мысли по рынку и многое другое, реально куча полезного контента, сигналы, все здесь. Но если вы хотите прям зарабатывать, то, ребят, у меня есть закрытое сообщество криптобаза, здесь делюсь сделочками, показываю, куда заходим, уровни, трейды, каждый день даю кучу сигналов. И это все отрабатывает, посмотрите, просто лутаем профит нереально, вот с пацанами берем и просто забираем бабки с этого рынка. Хотите зарабатывать, залетайте в криптобазу. Огромная база обучения, инвестиций, что я покупаю, какие монеты докупил, что ну короче тут все. Тут просто полный фарш. Спот трейдинг, там мемкоины даются, анализы всякие есть, сливы с других приватных сообществ, огромная база платных курсов, все здесь. Ну что, такой видос получился, надеюсь он был вам полезен. Если это так, влепите лайк, вы обязательно подписывайтесь, а мы с вами увидимся в следующих видео. Всем пока!